В один день в маленькой деревушке, расположенной на живописной окраине, произошло трагическое и неожиданное событие, которое внесло неизгладимые изменения в жизнь всех ее жителей. Мужественный и добрый Алексей, человек, чья доброта и отзывчивость были известны всему населению деревни, скончался после продолжительной и изнурительной борьбы с неизлечимой болезнью. Эта новость о смерти Алексея распространилась по деревне с молниеносной скоростью, и вскоре вся община собралась на похоронах этого выдающегося человека, чтобы вместе отдать последний долг уважения и почтить память о нем. Дом, в котором проживал Алексей, был наполнен неутолимыми слезами и глубокой печалью. Люди, знавшие его неподдельное теплое сердце и его безграничную способность помогать другим, собрались в огромном количестве возле его гроба, чтобы вспомнить его и прощаться. Слова соболезнования, проникнутые искренним горем и тяжелыми воспоминаниями о Алексее, заполнили воздух, создавая атмосферу глубокой скорби и утраты. Каждое произнесенное слово было проникнуто глубоким чувством утраты и благодарности за то, что Алексей оставил в сердцах тех, кто его знал. Вспоминая его доброту, щедрость и отзывчивость, люди не могли сдержать слезы и тяжелые вздохи, осознавая, что больше никогда не смогут увидеть его улыбку и услышать его добрые слова. Но вместе с горем и утратой в сердцах осталась надежда и воспоминания о прекрасном человеке, который оставил свой след в жизнях многих людей. Однако среди траурной тишины, вдруг из густого и мрачного леса, выбежал огромный и грозный волк. Животное, покрытое густой шерстью, было необычайно агрессивным и напало на беззащитного покойника. Люди, окружавшие усопшего, замерли от неожиданности и ужаса, не веря своим глазам. Все были потрясены, ведь этот человек, которого все считали добрым и безобидным, никогда не мог ожидать такого трагического и необычайного окончания своей жизни. Но в этот самый момент, когда судьба Алексея оказалась под угрозой, отец Алексея, Максим Иванович, выдвинулся вперед, воплощение проницательности и невероятной силы воли. В его руках мерцало ружье, символ его решимости и готовности защитить своего сына от этого монстра, который осмелился нанести ему последнюю обиду. В одно едва заметное мгновение Максим принял решение, непоколебимое и неотвратимое. Он прицелился, сосредоточившись на цели, и сделал точный выстрел, который пронзил волка. Животное, испуганное и раненое, отступило с тревогой в глазах и исчезло в густом лесу, оставляя позади лишь следы своего страшного присутствия. Люди, оглушенные происходящим и осознавшие, что Максим, смелый и отважный, спас Алексея от последнего нападения этого дикого зверя, испытывали глубокую признательность и восхищение к нему. Взгляды людей были наполнены благодарностью и уважением, они смотрели на Максима Ивановича, который стоял перед ними величественно и с достоинством. В его глазах отражалось настоящее волнение и шок. Максим, все еще держа в руках ружье, осторожно подошел к гробу сына. Он заглянул внутрь и не мог поверить своим глазам. Внутри гроба лежал маленький волчонок. Он выглядел беззащитным и испуганным, и его глаза отражали страх и тревогу. Максим Иванович повернулся к окружающим людям, их лица отражали смешанные чувства изумления и недоумения. Они не могли понять, как могло случиться такое совпадение, что волчонок мог оказаться в гробу у Алексея. Максим медленно поднял волчонка из гроба и обнял его. Он посмотрел на животное с нежностью и состраданием. Максим понимал, что этот волчонок был символом чего-то большего, что скрывалось за этим необычным происшествием. С тех пор Максим принял волчонка в свою семью. Он назвал его Левом, в честь смелости и мужества, которые он проявил в этот судьбоносный день. Лева быстро адаптировался к новой жизни и стал верным и преданным другом для Максима. Жители деревни не переставали говорить о странном совпадении, которое произошло во время похорон Алексея. Они верили, что это было нечто большее, чем простое совпадение, и что Алексей оставил свой след в этом мире, даже после смерти. Максим Иванович, вместе с Левом, продолжил жить в деревне, передавая доброту и мудрость своему окружению. Волчонок стал символом надежды и возрождения для всех жителей, напоминая им о том, что даже в самых темных моментах жизни может рождаться нечто прекрасное. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.